В общем, главные двигатели самоорганизации в России. Виктория и Сергей Бехтерева. Ваши аплодисменты, друзья. Представляете, есть такие команды, и их все становится больше, где сотрудники с восторгом смотрят друг на друга, и иногда от этого восторга друг другу говорят: ребята, какие мы все с вами охерительные. Неужели вот мы с вами вместе можем делать такие классные вещи? Вот, согласитесь, энергии в этом сколько много, да? И это уже такая алхимия командного зрительного поля, которую, оказывается, можно включать в бизнесе. Оказывается. Мы раньше думали, что нет, нельзя, а оказывается, можно. И, соответственно, дальше это все раскручивалось. И она толстая, но при этом здесь вообще нету воды. Вот мы хотим, чтобы сегодня вы воровали идеи у друг друга как можно больше. Он назначил около 200 поручений. Все они были выполнены, просроченных не было. Он нас поблагодарил, сказал: вот теперь у меня будет порядок, вот теперь они у меня заработают. Нам тогда казалось это каким-то космосом. Ну, так не бывает. Люди тупые. Но реально есть умные начальники и тупые подчиненные. Все, по-другому быть не может. Но подчиненным, но оказалось, что если смотреть на подчиненных не как на подчиненных, а на как членов команды, как на творцов, оказывается, они начинают взрослеть. 21 июня 2012 года мы провели первую сессию под брендом «Правила игры». То есть мы создали ООО «Правила игры», и вот под ним провели сессию с Викторией вдвоем. Для Министерства информационных технологий Ульяновской области. То есть мы начинали с госструктур. Да, ну и второй повод у нас тоже сегодня есть. Это наша совместная книга. Вот она. Вот. «Спиральная динамика для бизнеса». Мы ее будем после обеда отвечать. После обеда вы все ее получите. Мы вам ее торжественно вручим. И, соответственно, будет возможность даже подписать, вот, если вы нас поймаете. Но это будет после обеда. Книга писалась с 2015 года. В 2015 году была написана первая версия книги. Тогда, соответственно, она была написана до зеленого уровня. Это было около 100 страниц до зеленого уровня. Потом была сделана пауза определенная. И в 2017-18 году мы уже начали писать ее, захватывая желтый уровень. Мы уже поняли, как желтый уровень устроен, и, соответственно, дальше это все раскручивалось. И она толстая, но при этом здесь вообще нету воды. То есть здесь всякие разные таблицы, резюмирующие формулы, кейсы, истории. То есть вот воды здесь мы старались ужать сколько можно, и вот как-то вот 460 страниц в итоге получилось, и ничего не вырезать. Так что это в каком-то смысле учебник, по которому можно конкретно прокачать свою картину мира, интегрального видения. И сегодня вы все ее получите, и это для нас такой важный событие. Вчера только пришла из печати, вот вчера из типографии она Сами пришла. только вчера в руки взяли, да? Да, мы только вчера ее получили. В фасилитации, кто из вас знаком, есть такой метод «идея лог». И там главное правило – украсть как можно больше идей. Вот мы хотим, чтобы сегодня вы воровали идеи у друг друга как можно больше. Поэтому первый акт – это будет ярмарка инноваций. И мы позвали сюда не простых героев. Мы выбирали тех, кто придумал что-то такое, что никто раньше не делал. Не просто придумал, а заразил этим большое количество людей. А второй акт – это вообще наша новая идея. Мы придумали не просто факап-вечер, а вот Наташа Брагина, ведущая его, которая вот там прыгает и даже не прячется, она придумала вообще выбрать самые крутые факапы. Поэтому у нас с вами сегодня будет подборка нереальных лидеров, нереальных организаций, которые при этом успешные с точки зрения бизнесовости и которые точно переизобрели бизнес и бизнес-модель как таковые. А от вас мы тоже ждем активного участия. У нас сегодня не будет жесткого разделения на тех, кто сидит на сцене, и тех, кто находится в зале. Помимо этого у нас будет голосование. Мы попросим вас выбрать самую полезную для вас инновацию и самый крутой факап. Мы будем просить вас тоже делиться вашими инновациями и вашими факапами, задавать вопросы и вообще, чтобы это действие было нашим с вами совместным, потому что сегодня еще все задуманное в этот день, придуманное, созданное, фантазированное реализуется. Поэтому мы с вами сегодня можем совместно создать не только то будущее, в котором нам предстоит жить, а то настоящее, в котором мы живем уже прямо сейчас. Да, и я бы хотел сейчас взять 5 минут, кратко рассказать про историю 4 контуров. Я в параллельском консалтинге с 2006 года.
И уже в 2007 году я был руководителем отдела консалтинга в компании «Организация времени». У Глеба Архангельского уже возглавлял отдел. Вот. И тогда я свято верил, что хороший руководитель – это руководитель, и вот Глеб Архангельский так любил повторять, и я за ним любил повторять, я в это верил, это руководитель, у которого в начале дня все его подчиненные как следует озадачены. То есть у каждого из них есть список задач на день, и у такого хорошего руководителя в конце дня все эти подчиненные свои задачи выполнили, вспотели, но не сдохли. Вот я вот в это верил. Скажите, пожалуйста, вот был у вас такой период, когда вы тоже считали, что вот это хороший руководитель? Вот это настоящий, вот это прям молодец. Да, и сейчас так кто-то считает. Да. Вот. И в этом плане мы тогда настраивали такой продукт «Контроль поручений». Мы настраивали продукт «Контроль поручений», и суть его заключается в двух простых принципах. Первый принцип, что если руководитель назначает поручение, то это поручение обязательно фиксируется где-то. И второй принцип – не должно быть просроченных. То есть задача либо выполняется в срок, либо подчиненный должен заранее перенести срок выполнения задачи, согласовав это с руководителем. И вот, как вы считаете, это хорошие два принципа? То есть задачи не теряются, просроченных нету. Логично. Очень логичные, очень хорошие, очень понятные. И вот, значит, мы настраивали эти системы, и, в принципе, нас клиенты благодарили, всем была польза, пока я не наткнулся на одного интересного клиента. Этот клиент, генеральный директор, наемный, пришел в организацию, крупную инжиниринговую компанию, и, соответственно, он пришел на место предыдущего генерального директора, доктора наук технических, который очень хороший уровень системного менеджмента отстроил, соответственно, но он, в общем-то, послал на 3 буквы одного из учредителей, и учредитель его уволил одним днем, и вместо этого генерального директора поставил племянника генерального директора своего. И он, в принципе, очень умный мужик был, кандидат наук, и мы с ним подружились. И вот он нас пригласил, чтобы мы настроили ему систему контроля поручений. Мы его настроили, и первый месяц реально он назначил около 200 поручений, все они были выполнены, просроченных не было. Он нас поблагодарил, сказал, вот теперь у меня будет порядок, вот теперь они у меня заработают. И в итоге стал, в общем, грузить своих подчиненных, а там более 1000 человек работало в компании, поручений. На втором месяце уже было 350 поручений на контроль, все были выполнены. Через 3 месяца 450, через полгода 700 поручений. Через год, да, кстати, когда у него было 300 поручений, у него появился личный помощник, соответственно, который отдельно контролировал поручения. Когда у него было 600 поручений, у него появился второй личный помощник. Когда его количество поручений на контроле приблизилось к 1000 поручений, у него появился руководитель аппарата. Вот, и он 1000 поручений держал на контроле ежемесячно. Через год такого издевательства его уволили, потому что случилось с организацией, как вы считаете, что она пошла вся в разнос просто. Вот, и я тогда реально не понимал, что произошло. То есть я тогда чувствовал, что я накосячил. То есть я как консультант, по сути, накосячил, а в чем накосячил, я не понимал. Ну, тогда мне было 25 лет, и в этом плане я думал, да что ж такое, как же так? Вот же 1000 поручений на контроль, он такой молодец, всем поставил задачи и так далее. И потом я долго в этом разбирался, обучился ISO 9001, и тогда я сел и нарисовал вот эту схему. И схема, собственно говоря, вы ее многие видели, соответственно, эта схема как раз вот так вот она выглядит. И я тогда сел и подумал, что оказывается есть такое понятие, как зоны ответственности. Есть такое понятие, как процессы. И я тогда, соответственно, это прорисовал. И я анализировал тот кейс, я потом проинтервьюировал топ-менеджеров, его проинтервьюировал. У меня там были хорошие отношения со всеми. И оказалось, что предыдущий лидер, он выстроил прозрачную систему полномочий и ответственности. И у него каждый руководитель знал, за что он отвечает, соответственно. И в этом плане предыдущий руководитель, соответственно, тоже назначал задачи, но не более 10 задач в неделю. Вот здесь, в зонах безответственности. И тут пришел новый генеральный директор. Как вы думаете, он изучил этот синий контур, как-то, что выстроен, договорился ли он о полномочиях, границах? Нет, он не стал это делать. А что он стал делать? Он стал назначать задачи в соответствии с тем, что люди и так должны делать. И буквально за несколько месяцев он вот таким красным менеджментом расхреначил весь системный менеджмент, который построил. И вот в этом плане мы потом, когда настраивали контроль поручений, мы стали прям это прописывать, что нельзя назначать поручения сотруднику в соответствии с тем, что он и так должен делать.
И вот для меня тогда это было таким большим открытием. Это был 2007-2008 год, что, оказывается, есть синий контур, есть красный. Я считал, что их всего два. Что вот здесь вот на выходе, соответственно, у нас есть довольный клиент, соответственно. То есть здесь вот он такой не очень счастливый, такой вот, да, а здесь он счастливый. Там вот потом был синий. Вот, потом в 2012 году мы с Викторией таки решили создать компанию «Правила игры». Главным словом в компании «Правила игры» было слово не игры, а правила. И я выбирал тогда, когда я регистрировал компанию, между двумя названиями: «Правила игры» и «Правила результата». Ну, главное было правило, и мы тогда думали, вот мы сейчас в России научим людей договариваться о правилах. У нас тогда был супер инновационная такая разработка была. Мы с Викторией тогда вдруг открыли, что если люди договариваются о правилах, о процессах, оказывается, если они об этом договариваются, если им не начальник сверху приказывает, а если не договариваются об этом, оказывается, они потом с удовольствием по этим правилам играют. Они потом улучшают эти процессы, регламенты. Мы такие: вау! Эй, Россия, начальники, смотрите, что есть. Сережа, а помнишь, Да, это на можно- сессии, да, как раз вот эта первая Да. сессия, которую ровно 12 лет назад, 11 лет 11 назад лет мы назад, да. В проводили. этот день, да. Сергей им сказал: принесите, пожалуйста, все регламенты, которые, ну, все документы, которые регламентируют вашу деятельность. А вот эта компания, они потом стали МФЦ, это вот потом самый первый экспериментальный МФЦ в России. Они принесли, они сидели такие за столами, и перед каждым был набор папок и вот этих вот кип документов выше их роста. То есть они такие сидят, мы такие смотрим на все на это. И мы тогда их не видно за ними, да. И мы на одном листе это все представили. Да, и мы это, ну, помнишь? на большом листе, но мы это все представили на одной такой больших листах, и они поняли, что все просто. И вот тогда... По-человечески. Да. Помнишь, было вау, можно по-человечески сформулировать. Оказывается, не обязательно умными словами говорить. Оказывается, можно своим Вот. языком. И вот как раз в 2012 году, когда мы создали компанию, мы обучились на ISO 9001, на аудиторов с Викторией, и, в общем-то, начали внедрять живые системы менеджмента качества, системы процессов и так далее. Потом у нас, по-моему, в 2014 году появился еще один контур, который нам очень сильно помог. Это оранжевый контур. Мы стали проводить страт-сессии. И оказалось, соответственно, тогда это было не новое, мы не изобретатели страт-сессии, но мы тогда поняли, что оказывается, что если люди вместе собираются, вместе мечтают о том, как они, соответственно, делают счастливым клиента, да, вот, оказывается, они потом в этой стратегии легко реализуются. И тогда у нас появился оранжевый контур, Но соответственно, там тогда была же... инновация, Сереж. Какая? Там была инновация. Мы с тобой перед этим поучились P2M. И мы учились у японца. P2M — это проект, это Program and Project Management, это управление программами проектов, ну типа атомных станций, там крупных таких производств. И нас учил Хироши Танака, это японец, и он нам передал очень японскую философию. Он рассказал о том, что в самом начале очень важно для проектной команды создать ментальное пространство БА, и научил нас ценностному ядру команды. И инновация была в том, что мы стратегическую сессию начинали с создания ценностного ядра команды. То есть у нас не было фасилитационных инструментов на P2M, мы положили это на фасилитационные инструменты, и мы начинали в стратегию закладывать ответ на вопрос «Зачем?» и «Что нас объединяет?». Вот. И, соответственно, вот это ценностное пространство баз со временем у нас переродилось в ценности, и мы в нашей стратсессии стали встраивать блок ценностей, смыслов. Карту заинтересованных сторон, какую ценность мы им даем. Да, и сейчас мы называем этот контур так называемой корпоративной культурой, то есть это некая путеводная звезда, которая горит где-то на горизонте, которую нельзя достичь, но которой вы служите. Это ответ на вопрос, а зачем мы вместе работаем. По сути, зеленый контур дает смысл жизни. То есть он отвечает на вопрос, зачем мы это делаем, не только ради достижений. И вот Виктория тогда придумала очень много методологий, которые описаны в наших книгах, как раз о том, как зарядить людей смыслом, энергией смысла, соответственно. И это было, конечно, для нас таким тоже эволюционным ростом. И вот так вот вырастали контуры, они все соответствуют спиральной дикке, а в 17-18 году, начиная с 16 года, 16, 17, 18 год, мы активно учились так называемым бирюзовым технологиям, они же Тогда мы технологии так не самоуправления. называли Да. еще. И причем бирюзовая организация уже была тогда. Бирюзовые компании, но мы их не внедряли, естественно, их, да. Мы сначала их изучали, а потом, соответственно, поняли, что это такое. Что такое бирюзовая организация? Что такое самоуправляемая организация? Это предельно простая вещь. Это когда каждый сотрудник видит
вот эти все контуры одновременно. То есть их видит не только генеральный директор, а каждый сотрудник. Каждый сотрудник видит, кто за что отвечает. Каждый сотрудник видит цели компании. Каждый сотрудник задается смыслами компании. Каждый сотрудник может закрыть зону безответственности. И нам тогда казалось это каким-то космосом. Ну, так не бывает. Люди тупые. Но реально есть умные начальники и тупые подчиненные. Все, по-другому быть не может. Но оказалось, что если смотреть на подчиненных не как на подчиненных, а на как членов команды, как на творцов, оказывается, они начинают взрослеть. Оказывается, они хотят играть. Оказывается, они хотят раскрывать свой потенциал. И это очень сильно зависит от майндсета руководителя. Руководитель, он своих подчиненных какими видит? Подчиненными, которые ничего не могут, или людьми, заряженными потенциалом. И вот тогда мы стали применять и фасилитационные инструменты, и холакратии, и социократии, и коллабу. В 2018 году мы провели, соответственно, первую примерку. Тогда это называлось холакратия. Здесь находится замечательный человек Леша Ильичев, первый сертифицированный коуч холакратии, с которым мы вместе это сделали. Вот. И Леша нас очень многому научил, за что мы Леше очень благодарны. Вот. И соответственно, сейчас вот эту схему, те из вас, кто здесь с нами уже реализовал консалтинговые проекты, здесь много тех, кто с нами прошел консалтинговый путь, вы знаете, что эту схему – это первое, что мы рисуем во всех наших проектах. И цель, по сути, заключается в том, чтобы создать живые все контуры управления. Они очень простые. Да, значит, да. Правила, если правила и процессы есть, они живые. Если стратегии и цели есть, мы стремимся их достигнуть, чтобы что? Чтобы вот собраться, как мы сегодня с вами. И мы сегодня после обеда начнем праздновать достижение нашей большой цели. Мы 8 лет писали эту книгу. Мы 3 раза ее переписывали. Это был какой-то ужас ее писать. Это были мучительные роды. Самая долгая книга Да, в издательстве, да, кстати, с точки да, зрения да, работы с издательством. Да. Издательство с нами намучилось. Победников. Издательство 10 месяцев ее создавало. Обычно это 3-4 месяца, это 10 месяцев. Там невероятно сложная верстка. Очень сложная книга. И вот она родилась. Очень много людей сделали так, чтобы эта книга оказалась у вас. И в этом плане, соответственно, живая компания – это компания, в которой есть смыслы, которые… И самое интересное, это самый высший из известных наук уровней – это игровая культура. Это когда вы создаете команду гениев, где каждый член команды проявляет свой истинный творческий гений, соответственно, и при этом усиливает потенциал гениальности каждого друг друга. То есть, когда и я творю, и все вокруг творят, и это невероятно мощное зрительное пространство. Представляете, есть такие команды, и их все становится больше, где сотрудники с восторгом смотрят друг на друга, и иногда от этого восторга друг другу говорят: ребята, какие мы все с вами охерительные. Неужели вот мы с вами вместе можем делать такие классные вещи? Согласитесь, энергии в этом сколько много, да? И это уже такая алхимия командного зрительного поля, которую, оказывается, можно включать в бизнесе. Оказывается. Мы раньше думали, что нет, нельзя, а оказывается, можно.